Привет, народ, это Тостер. У нас много интересного от домашней техники и у нас реальные обзоры и тесты. И в этом видео выясним главное про вот этот робот-пылесос. Это Dreamy, да, такой саббренд Xiaomi, поэтому хотите его Xiaomi называть, хотите Dreamy, но вообще такое официальное название Dreamy Bot Z10 Pro. Это такая флагманская модель у ребят, и тем интереснее ее изучить. Как вы, наверное, видите, уже заметили, вот здесь стоит его базовая станция. Конечно, не место ей здесь, но просто так для кадра мы поставили. Да, он на нее приезжает после уборки и самоочищается, потому что в ней есть мешок-пылесборник. Но мы дойдем до этого и все, естественно, покажем. Собственно, как будет все строиться? Я буду рассказывать главное об этом роботе-пылесосе. Он будет убирать разные поверхности, и ковры у нас есть, и твердый пол, и влажную уборку мы проверим, потому что такая функция у него тоже есть. В общем, все по золотому стандарту Тостера, все как мы можем. Итак, поехали, тестируем и рассказываем о Dreamy Bot Z10 Pro. Ну, что главное в роботе-пылесосе в современном, конечно, это навигация. Система навигации, от нее, собственно, зависит и качество уборки там во многом, да, если не в основном. Здесь прокачали всю эту историю. Здесь лидар, то есть лазерная навигация. На мой взгляд, это такая самая адекватная сейчас навигация, да, и, в общем, роботы с лидаром, они обычно вот в контексте навигации и в итоге в контексте эффективности уборки они обычно очень неплохи. Это мы знаем из наших тоже тестов. У нас большой плейлист есть, пылесосы, роботы-пылесосы. Там много чего интересного в этом плане. Зайдите, посмотрите. Вот он, лидар. Причем здесь такой механический, ну скажем так, ограничитель, что ли, или датчик своего рода, да, чтобы когда он заезжает под мебель, да, чтобы он там не застревал. Вот эта вот механика здесь, она реализована. Здесь еще есть дополнительная система датчиков. Это так называемый 3D-сканер окружающих предметов, да, когда робот двигается, он, собственно, сканирует все, что происходит перед ним. И, кроме того, здесь еще есть тоже лазерные датчики препятствий. И вот это все вместе, вот эта система датчиков, плюс такой основной лазерный датчик, да, лидар, это все вместе функционирует для того, чтобы робот построил нормальную карту помещения, да, и вообще понимал, куда ехать, зачем ехать и почему ехать. Еще здесь есть один датчик вот с этой стороны, одинокий такой, это датчик, ну, стены, скажем так, да, чтобы робот понимал, что едет около стены и, собственно, ехал около стены и убирал около стены. Ну и традиционно здесь в нижней части это датчики против падения, то есть чтобы робот там не падал со ступенек и так далее. Да, это все тоже, естественно, предусмотрено. Плюс, конечно, вот этот механический бампер есть, да, который, собственно, позволяет более аккуратно там относиться к всему, что робот окружает, да, более аккуратно сталкиваться с препятствиями. Давайте посмотрим на него вот здесь, с этой стороны. Ничего, собственно, нового-то мы не видим здесь. Здесь одна вот эта вращающаяся щетка. Ну, честно говоря, я как-то вот, видимо, такой олдовый, старой школы. Я люблю, когда две все-таки щетки, когда они сметают с разных сторон сюда к основной щетке мусор, и он засасывает. Но здесь сделали одну, то есть он едет, например, вдоль стены, там где-то вдоль плинтуса, сметает все это, да, сюда мусор, и дальше, собственно, все как у всех. Окей, ну ладно, посмотрим, проверим, как это работает. Все остальное, в общем, вполне себе классика. До 2 сантиметров пороги он может преодолевать. И вот эта вот вещь, турбощетка, она съемная, да, для удобства очистки, это все сделано. В принципе, легко все убирается. Вот эта турбощетка, да, она, собственно, сделана тоже, чтобы минимизировать наматывание на нее. Здесь не только щетина, но еще такие, ну как их назвать, пластиковые такие конусообразные лопасти, что ли, да. Это еще и к тому же помогает собирать мусор. И вычесывает она, и собирает мусор с твердых поверхностей. И плюс, вот здесь еще, вот в этом месте, здесь, ну, такая, назовем ее так, расческа, что ли, да, которая при вращении вот турбощетки, она убирает то, что может на нее намотаться. Ну, по крайней мере, должна убирать, по крайней мере, она как-то минимизирует в этот момент. Так что вот об этом китайцы тоже подумали. Ну и все удобно, все достаточно легко и быстро собирается. То есть каких-то глобальных проблем, да, вот с этим нет. Раз, все, и готово. Вот эти отверстия, их нет у роботов-пылесосов, которые не умеют сами себя очищать.
он умеет, и именно через эти отверстия, здесь еще такие шторки, которые, ну, блокируют мусор там в пылесборнике, и вот через них происходит очистка и вот уход мусора в эту базовую станцию, где находится мешок еще пылесборник. Ну, давайте сейчас дойдем до мешка пылесборника. Здесь сначала посмотрим на контейнер, который находится внутри самого робота. 0,4 литра его объем, ну не самый большой, но вот из-за того, что здесь нужно было реализовывать систему самоочистки, немножко он стал меньше, чем там у некоторых других, ну таких флагманских моделей Dreame, Xiaomi, да. Здесь HEPA-фильтр, ну здесь есть сетчатый фильтр и HEPA-фильтр, в принципе, такая система обычная, ничего особенного. На корпусе здесь 3 кнопки основных, ну, собственно, это по классике, да, там, начало уборки, на базу домой и так далее. Эти кнопки, кстати, их можно заблокировать через мобильное приложение, чтобы там дети не включили робот-пылесос вот так вот с корпуса, или если у вас там кот любит кататься на роботе, чтобы он не сел и не включил его самостоятельно. И давайте посмотрим, что здесь. Да, как я уже говорил, это базовая станция, где робот и заряжается, и очищается. И очистка происходит следующим образом. Собственно, воздушный поток организован, и мусор, он попадает вот сюда, в мешок. Мешок довольно большой, 4 литра, да, то есть его хватает надолго, и дальше, когда вы его вынимаете, вы просто вот так вот делаете, да, вы закрываете его, и все, у вас никакого контакта с мусором нет. Есть в комплекте поставки еще один мешок запасной, но и все, да, то есть, ну, в принципе, с учетом того, что они большие, вот 2 мешков в комплекте поставки вам, ну, как говорит производитель, месяца на 4 должно хватить. Как в любом современном роботе-пылесосе, все управление этим роботом, оно, конечно, сосредоточено в мобильном приложении, ну, то бишь в вашем смартфоне. И что круто, вот само подключение, да, активация робота через мобильное приложение, оно не заняло у меня много времени. Ну, прям реально минут 5. Может быть, чуть больше времени у вас займет, если не было до этого вот аккаунта Xiaomi, да, в приложении. Нужно будет его сделать. Но вообще, прям совсем времени немного, и это очень круто, да, что не пришлось заморачиваться. Давайте пройдемся по мобильному приложению, что в нем вообще есть. Ну, когда вы открываете, попадаете на главную страницу, здесь у вас вот либо карта последней уборки, либо вот карта помещения, как в данном случае сейчас у нас. И дальше по мобильному приложению можно прогуляться. Можно выбирать, соответственно, да, режим уборки. То есть можно выбрать уборку в какой-то отдельной комнате, можно убирать всю территорию, всю квартиру, всю карту, да, или можно выбрать какую-то отдельную зону уборки, да, и тогда робот поедет, собственно, убирать именно это место. Дальше еще остаемся на главной странице. Ну, док-станция — это... Да, именно для того, чтобы робот вернулся на док-станцию и начал заряжаться. Управление картой, собственно, в памяти робота может быть сохранено до 3 карт. Когда я говорю карта, это не означает одна комната, это может быть целая квартира или даже там многоуровневая квартира. Ну вот до 3 таких элементов. И с картой, собственно, вы можете как хотите играться, да, вы можете объединять какие-то зоны. Робот, когда составляет карту помещения, когда вот он первые разы едет по помещению, он составляет карту. И он самостоятельно разделяет помещение на какие-то зоны. Вот они так как бы ему так нравится, и он вот так разделяет. Да? И вы уже можете поменять. Либо что-то объединить, да, какие-то зоны. Да, смежные зоны можно объединять, либо наоборот разделить какие-то зоны, да, то есть сделать больше, да, одну превратить в 2 зоны, например, и чтобы как-то потом удобнее вам было убирать, ну или переименовать, понятно. И дальше мы уже двигаемся в меню, вот сюда, оно такое неявное, но когда открываешь, оно большое. Настройки устройства. Здесь как раз много чего интересного. Ну, кроме часового пояса, здесь еще можно включать и выключать ту самую вот систему 3D распознавания препятствий, да. Если вы ее выключите, ну, как бы робот теоретически станет поглупее, да, и
перестанет препятствие распознавать. Но мы давайте ее активируем, чтобы проверить в итоге его по полной программе. Голосовые подсказки здесь есть, можно включить, выключить, регулировать громкость. Русский язык робот тоже знает, так что вот с вами он общаться будет на родном нашем с вами русском языке. Дальше можно включить, здесь, кстати, обратите внимание, несмотря на то, что само приложение, оно, в общем, русифицировано, немного кривовато, конечно, русский язык. Усилитель ковров имеется в виду, что вы можете активировать специальный режим, когда робот будет распознавать тип покрытия и усиливать мощность всасывания на ковровом покрытии. А когда он будет съезжать на пол, то, собственно, мощность это будет уменьшаться. Это должно улучшать эффективность уборки и экономить заряд аккумулятора. Детский блок, это то, о чем я говорил уже. Детский блок включен. Кнопки заблокированы. Да, вот таким образом блокируются кнопки на корпусе, чтобы никто их не мог включить, кроме вас, чтобы ребенок, например, не включил робот-пылесос. Возобновление уборки, это понятная история, когда аккумулятор, заряд заканчивается, робот едет, заряжается, и потом уборку возобновляет с места, где закончил ее перед этим. Вот уборка шваброй имеется в виду влажная уборка, и тут тоже есть функция, которая активирует напоминание о том, чтобы вы не забыли вот эту микрофибру как-то снять, помыть и привести в порядок. Да? То есть через некоторое время после уборки вот такое напоминание. Кстати, полезная история, да, полезная вещь. Настройки автоочистки. Здесь речь об автоматическом автоочистке, собственно, робота. Можете настроить, как вам удобно, или вообще ее отключить, и отсюда же можно, собственно, ее активировать. Да? То есть все, что связано с автоочисткой, это вот отдельный пункт меню. Плановая уборка, здесь все понятно, здесь расписание уборки по дням недели, по времени, это все легко можно создать. История уборок, понятно, вот сколько вообще убрано, какая территория, сколько времени потрачено. И здесь, видимо, имеется в виду общее количество уборок. Да? Я же говорил, кривой русский язык. В принципе, все понятно, но так себе, знаете, кривовато. И да, и можно посмотреть, собственно, вот любую уборку, как именно, что происходило, сколько на нее было потрачено времени. Да, и вот, собственно, вся карта того, как робот ездил. И дальше по меню, достаточное время, казалось бы, что достаточное время? Это ресурс фильтров, когда его нужно менять, почистить, чистка боковой щетки, основной, и датчики тоже, чтобы не забывали их протирать. Удобно, что есть такие напоминания. Здесь на главной странице мы на нее вернулись. Здесь запуск уборки, да, вот эта карта, запуск уборки. Дальше, конечно, вы можете определить какую-то запретную зону, да, и тогда робот у вас там не будет убирать. Еще один момент – это выбор мощности. Здесь он тоже есть, и он есть и для сухой уборки, да, вот 4 уровня мощности, и еще есть для влажной уборки. Здесь можно настроить объем, подаваемый вот к полу, да, к этой салфетке из микрофибры воды, да, чтобы не было каких-то, может быть, луж, да, вот можно тоже все это убирать. Да, еще, как видите, есть разные схемы влажной уборки даже, да, то есть такая обычная ежедневная влажная уборка, легкая, либо уборка более тщательная. Как здесь написано, для повышения качества робот выполняет влажную уборку по Z-образному маршруту. В данном режиме существует риск пробуксовки. В общем, ко всему нужно привыкать, все нужно пробовать на практике. В принципе, это основное, что вы можете из мобильного приложения делать, то есть вы можете все делать из мобильного приложения, полностью управлять роботом и полностью контролировать уборку. Будем запускать уборку, посмотрим, как все будет происходить, какие будут проблемы, или, может быть, никаких проблем не будет. Да? Мы выбрали сразу всю площадь, да? Нажимаем на старт. Начать уборку. Как видите, он по-русски разговаривает, и он сейчас будет такой... Пожалуйста, подождите. Да, будет такой этап позиционирования, чтобы пылесос понял, где он вообще находится, та ли это карта и так далее. Занимает некоторое время, но, в общем, совсем недолго. И смотрим, что с уборкой.
Надо сказать, кстати, что пылесос у нас сейчас убирает, что называется, по полной программе, в том смысле, что у нас вот активированы все те функции, которые должны помогать ему хорошо убирать. Это 3D-распознавание мы активировали распознавание ковров, это все включено, и вот это мы и проверяем. Вот сейчас не поехал он в запретную зону, да, интересно посмотреть, как он будет пылесосить вот рядом с мебелью. Видите, не боится он заезжать вот там частью корпуса под мебель, это круто. И что круто, он не принимает вот ковер как препятствие, да, потому что иногда бывает так, что если ковер с высоким ворсом, то пылесос может его воспринять как препятствие и как-то развернуться и поехать в другую сторону. Здесь не очень высокий ворс, да, окей. И вот он, кстати, увеличил мощность. Когда он заехал на ковер, даже по звуку он стал работать громче. Там еще санузел, поэтому он тоже его уберет, поскольку, собственно, санузел входит в эту карту большую. И он сейчас снизил мощность, потому что там нет ковра. Вот сейчас будет интересный момент. Посмотрим, как он под стол заедет. Ну, нормально, видите? То есть лидар проходит, там чуть-чуть места остается, и все равно это его не пугает. Он заезжает под мебель и убирает там. И очень аккуратно, видите, он объезжает все препятствия. Каких-то глобальных столкновений очень мало. Они бывают, но мало. Ну вот не сразу он понимает, что он заехал на ковер. Не сразу повышает мощность, но все-таки он это делает. Ну вот, собственно, в реальном времени можно наблюдать за тем, как проходит уборка. Вот как видите, пылесос объехал доступное ему помещение для уборки по периметру сначала, а теперь уже внутри этого периметра он так зигзагообразно его убирает. Видите, вот красные линии – это как раз запретная зона. На карте он туда не заезжает. Ну, со всем остальным вроде более-менее справляется. И вот здесь видите данные, собственно, об уборке. Сколько убрал, сколько времени прошло. Вот он доубирает сейчас те участки, которые на карте оставались не убранными. Решил по второму разу заехать под стол. Вот я хотел сказать, что в целом мы видим хорошее качество уборки, с учетом того, что у нас тут чай рассыпан, он очень немного разлетается. Но смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что почти все убрано, но вот эта часть, да, вот здесь как-то мусор так и остался. То есть он здесь ездил, но отдельно ее не убрал. И, собственно, на карте вот так и показано, что есть некоторая неубранная часть. Да, но здесь обозначены еще какие-то препятствия, которые робот, в общем, подумал, что там есть. На самом деле глобально этих препятствий нет. Ну, здесь сейчас за качество уборки я бы, наверное, поставил ему 4. Наверное, немного помешало ему то, что здесь есть люди. Обычно он убирает в помещении без людей днем по расписанию. Да, и какие-то наши приборы, там осветительные камеры тоже, возможно, помешали. Немножко он вот не доубирал вот на этом участке. Ну вот дали мы ему второй шанс, запустили заново в сухую уборку, поубирал он здесь, поездил, но на самом деле все равно остался мусор. Вот здесь вот этот вот участок он не любит как-то, да. Ну и кое-где еще здесь и на ковре остался, и вот рядом с ковром тоже остался. Ну, в общем, 4 максимум за уборку он получает. Ну и давайте посмотрим. И вот, собственно, тот мусор, который удалось пылесосу собрать с пола. Ну, здесь вот тот чай, который мы рассыпали, и вот эта пыль, которая с ковров, да, удалось ему тоже высосать, да, засосать в себя. Это все есть, и теперь мы посмотрим, как он справится с автоочисткой, что после автоочистки останется в пылесборнике. Ну и открываем после автоочистки, таким привидением там мусор пролетел по этому каналу, открываем, смотрим, собственно, проверяем качество этой автоочистки, смотрим, что осталось в пылесборнике. А вы знаете, кое-что осталось. Кое-что осталось. Тут нельзя сказать, что автоочистка вот на 100%
выполнила свою функцию. Давайте мы сделаем так. Давайте, я сегодня добрый, давайте мы сейчас это все закроем, поставим опять в пылесборник, да, и запустим автоочистку заново. Посмотрим, как второй раз он справится с этим. Прямо сейчас запускаю. Пустить автоматический аппарат. Ну, отлично, смотрим, что получилось. Ну, вот и тоже как-то, да, видите, здесь немножко осталось. Как-то ему не нравится чай ему, что ли, да? Чай вместе с пылью. Ну, в общем, большая часть мусора, конечно, ушла в пылесборник. Все нормально, но немножко осталось. Но это еще не весь наш эксперимент с ним. Раз уж заявлена влажная уборка, то давайте проверим влажную уборку. Значит, на деле мы прицепили к нему вот этот контейнер с микрофиброй и с водой. Дальше наша задача, собственно, сделать настройки влажной уборки. Он же одновременно и пылесосит, да, и производит влажную уборку. Поэтому здесь возможна настройка и вот мощности всасывания. Да, ну давайте, например, сделаем турборежим, почему нет. И дальше выбираем интенсивность подачи воды. Ну, давайте тоже сделаем среднюю. А вот саму влажную уборку сделаем более тщательной. Выберем именно такую. И дальше... Собственно, нам осталось запустить уборку везде. Мы, чтобы это было не везде, чтобы пылесос не ездил, собственно, по коврам со своей влажной уборкой, мы еще сделаем отдельную зону уборки, вот эту зону с твердым полом. Ну, знаете, я вот думаю, давайте я прям в процессе уборки поменяю интенсивность подачи воды, сделаю высокую интенсивность. Ну, собственно, ничего нового мы не видим. Пылесос объезжает вот тот периметр, который мы обозначили сначала, а потом уже будет работать внутри. Интересно посмотреть, есть ли какой-то влажный след за ним. Ну, есть, немного влаги поступает, конечно, на пол. В целом, наверное, это можно считать такой легкой влажной уборкой. Хотя кому как, конечно. Ну, есть, влажный след точно есть, так что китайцы не обманывают, вода поступает. Но вот смотрите, это процесс уборки сейчас у нас идет, и вот видно, что зигзаг, он такой очень плотный, да, то есть достаточно маленькие промежутки, и он вот по идее достаточно хорошо все промывает. Закончилась влажная уборка, но, собственно, вы все видели сами. Немножко вот эти наши чаинки, они слишком легкие, он их разбрасывает, особенно по твердому полу. Но тут так вот, это вроде бы как и минус, но с другой стороны, ну правда, очень легкие, они, понятно, что вот эта щетка их просто в разные стороны разбрасывает. Это нужно учитывать, да. Не рассыпайте чай, если у вас робот-пылесос. Влажная уборка действительно была, то есть у нас вот так намок ламинат, да, но при этом вроде как огромных луж не образовалось. И это реально такая просто легкая влажная уборка, потому что я обнаружил здесь вот на ламинате у нас застарелое пятно какое-то, я его не видел. Но вот такие пятна он вам не ототрет, это уж как бы вы сами ручками оттираете. Когда закончилась уборка, здесь мобильное приложение напоминает вот, не забыть, собственно, привести в порядок, как она ее называет, швабру. Ну, имеется в виду, что вот эту салфетку из микрофибры, да, вы это все, может быть, снять, как-то помыть, постирать. Но, кстати, я замечу, что в этом роботе-пылесосе опустошение контейнера, оно доступно и даже если у него вот активно надета насадка вот эта для влажной уборки. Такое бывает не у всех. У некоторых моделей ее нужно снимать для того, чтобы очистить пылесборник. Здесь этого делать не надо. И, собственно, мы сейчас посмотрим, что в пылесборнике. Я подозреваю, что там чай. Но на всякий случай проверим. Ну да, вот он наш чай. Собственно, особо больше ничего там и нет. Дальше идет активация очистки. Вот несколько секунд и смотрим, что у нас осталось в пылесборнике. И все равно немного, конечно, меньше, чем вот в прошлый раз после сухой уборки, но немного чая осталось. Как-то вот не любит он чай, да, и разбрасывает его по полу, и вот в контексте автоочистки тоже не очень с ним.
Ну вот это нужно теперь знать и учитывать. Ну вот, собственно, и все. Вы сами все видели. Я рассказал главное об этом пылесосе, что вот такому обычному юзеру нужно знать для его использования. Ну, кроме того, мы его проверили в деле, проверили сухую уборку, причем не раз, да. Пару попыток ему дали и проверили влажную уборку. Но я скажу так, вот, наверное, общая моя оценка этого пылесоса, ну, 4, может быть, 4,5. Ладно, у нас такой мусор был, он разлетался, чаинки легкие, и немножко он их разбросал, да. Но все-таки у него были некоторые зоны, которые он пропускал во время уборки, это даже по карте было понятно, да. Кроме того, как-то не совсем хорошо сработала система автоочистки. То есть, в принципе, большая часть мусора, конечно, ушла в этот мешок, но немного осталось в контейнере пылесборника. Не смертельно, да, не трагедия, но как-то вот хотелось, чтобы раз и все прям чисто было. А не получилось немножко, по крайней мере, с тем мусором, который был у нас. Дальше, что касается влажной уборки. Ну окей, если вам эта функция нужна, то используйте. Вот я, честно говоря, никогда не использую функцию влажной уборки роботов-пылесосов. Немножко мне это кажется таким маркетингом, ну что-то он тут поелозит и так далее. Но вы можете со мной быть не согласны, у кого только твердый пол, нет ковровых покрытий, возможно, эта функция вполне заходит, напишите в комментариях. Что еще? Давайте так, про минусы сейчас, да, скажу. У него нет здесь, вот блоки зарядки и самоочистки, нет здесь сверху ни одной кнопки. То есть я не могу ту же самоочистку активировать никак более, как только со смартфона. А если у меня нет рядом смартфона, да, и так далее, тогда вот самоочистка никак. Ну, я бы вот здесь бы не помешала хотя бы кнопка именно активации самоочистки. Дальше. Ну, традиционно для продуктов Dreame и Xiaomi у него довольно скромная комплектация. У него нет в комплекте второго HEPA-фильтра, который часто кладут производители роботов-пылесосов. Нет второй вот салфетки из микрофибры. Нет запасной вот этой щеточки, которую часто производители кладут, не жадничают. Здесь нет, здесь в этом смысле всегда жадничают, и этот пылесос не исключение. Но вот, наверное, основные какие-то минусы, конечно, это, наверное, мелочи, да. В принципе, он хорош тем, что он сам себя вот, очищает, опустошает, и ты ничего не делаешь. Да? Контейнер все равно практически пустой остается, и ты потом этот мешок, который вместительный, который на 4 литра, которого хватает надолго, ты потом его просто раз вынул и выбросил, и поставил новый. Это, конечно, просто супер. Вот. Убирает, ну вот говорю, на 4-4,5 вот в нашем тесте. Так что в целом пылесос хороший, но к нему нужно приноровиться, привыкнуть, и чтобы мусор был правильный, соответствующий. Чай он не любит. Это канал Тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации. Мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите, кстати, на наш сайт toster.ru. Там не только видео, там еще много всего интересного про дом и быт. Ну и до новых обзоров и тестов.